Это должно быть ядро анимуса. Ни симуляции, ни окружения. Я даже тела не чувствую. Здесь только сырые данные. А кто тогда я? Какая-то компьютерная программа? Дом. Я здесь родился. Ферма. Да, ее называли фермой. Мои родители, еще десятка-два пар, дети. Это была тайная община. Домишки высоко среди холмов. Да, чистое небо, ветер, дым, запах солярки. Генераторы работали постоянно. Я вспомнил. Мы жили просто, как кочевники, вдали от цивилизации, готовые в любой момент сорваться с места, если бы нас обнаружили они. Ферма. Да, хотя, конечно, это была не совсем ферма. Мы выращивали овощи. Скота, кажется, не держали. Вроде было несколько собак. Ассасины. Я был рожден ассасином. Я не выбирал. Это было как династия. Ты ассасин, сказали мне. Но что это значило? Я слышал это с раннего детства. Они повторяли это снова и снова. Ты ассасин. Ты ассасин. И наша кредо... Ничто не истинно. Что это значит? Что мироздание бесцельно? Все дозволено. Все дозволено? Они выслеживают нас и не успокоятся, пока не уничтожат нас всех. Да, я верил в это, но не понимал смысла. В этом и проблема, когда твой путь определен рождением. Вера, но не осознание. Все были очень серьезны и напуганы. Эти разговоры об ассасинах, тамплиерах и конце света. Прими кредо, Десмонд. В нем твоя сила. У каждого человека есть предел. Я не помню, как утратил веру. Как мне стало все равно. Как же глупо это все звучало.
При слове «тамплиер» я еле сдерживал смех. А еще эти ассасины. Древняя война, говорили они, противостояние. А мне было пофигу. Пацану до фини сказки о войне, бывает же такое. Наверное, я был одинок. Один в толпе. Если бы я сказал им это, они бы, наверное, послушали. Если бы я мог вернуться и сказать, если бы...